Слава Украине, привет всем от Полонского. Стала известна одна из причин, по которой был, скажем так, отдален от должности, или, да, понижен в должности Уоллс, советник Трампа, основной советник Трампа. Его, значит, удалили, сказали, что поставят его на ООН. Ну, посмотрим, поставят ли или нет, потому что Трамп остался им шибко недоволен. В чем там дело? Ну, в том числе еще и в том, что, как оказалось, Уоллс вел очень интересную политику в отношении Израиля и Нетаньяху. То есть он обсуждал с Нетаньяху американские шаги в отношении Ирана, что делать, ну, собственно говоря, недопустимо. Причем его обсуждение того, что должны были сделать Соединенные Штаты в отношении Ирана, ну, как бы сказать так, что они не оставляли дипломатического решения этой проблемы. Сам Нетаньяху выступает за то, чтобы Иран просто-напросто расколотить ракетами и бомбами. И вот Уолт, собственно говоря, его полностью поддерживал вот в этой авантюре. Я сейчас просто объясню, почему это бред, авантюра. Вот. И Трампу это крайне не понравилось. И вот тут редкий случай, я не могу не согласиться с Трампом. Если это все правда, конечно. Тут тоже можно оставлять всегда такой простор для действий. Да, в чем там дело? Если ты захочешь наносить ракетно-бомбовый удар по Ирану, ты столкнешься с последствиями, вообще с непредсказуемыми последствиями. Посмотрите на небольшой пример. Хуситы. Хуситы, которые представляют собой процентов 40, наверное, нищего совершенно Йемена. Ну, в общем-то, Йемен не самая большая страна в мире, вы все прекрасно знаете, можете посмотреть по карте. И по ландшафту очень напоминает Иран. Иран только в десятки раз больше той площади, которую занимают хуситы. И в десятки раз больше по населению. И по возможностям, и по промышленному потенциалу, и по военным возможностям. И вот тут стоит самый главный вопрос. А можно ли вообще разбомбить Иран так, чтобы там ничего не осталось? Нет, нельзя. Нельзя. Ну, просто не получится. Опять-таки, смотрите на хуситов. Их долбашили и американцы, и англичане, и те же самые израильтяне его тоже лупили. И что? Они как пуляли, так и пуляют по Израилю время от времени. Вот, то есть ракеты, ну да, частично ракеты у них переколотили, но многие остались. Из-за горного рельефа местности там выколотить все практически невозможно. В Иране то же самое. Иран нужно, если вы хотите с Ираном работать, нужно работать изнутри. Конечно, да. Вызывать внутренние какие-то проблемы, выводить людей на улицу, помогать этим людям, а не сидеть, обшмаркавшись за границей и сочувствовать иногда в прессе. Нет, активно работать. Вот тогда иранский режим, вот этот сумасшедших мул, можно повалить. А так, к чему это приведет? Ну, иранцы просто раздолбашат все танкеры, которые проходят мимо них по Персидскому заливу и поднимут на радость Путину цены на нефть просто, там, я не знаю, до облачных высот. Трампу тоже, по идее, это было бы выгодно, но не совсем, потому что там непредсказуемые последствия идут, и оно никому не нужно, собственно говоря. С Ираном гораздо проще разговаривать языком дипломатии и санкций. Вот, кстати, Трамп опять, вот я ему сейчас делаю комплимент, это сейчас вот уши у некоторых просто, значит, это отпадут, но ну, там, где правильно делается, так оно правильно делается. Там, где это мудистика, так это мудистика. Вот, ну, давайте говорить так. Значит, Трамп собирается объявить санкции в отношении Ирана, причем это вторичные санкции, то есть санкции против тех, кто покупает иранскую нефть. Вот это абсолютно правильная позиция. Не надо Иран бомбить, надо Иран обложить санкциями так, чтобы он не мог обеспечивать нормальную жизнедеятельность своего террористического организма. И тогда все будет нормально. Появится внутреннее недовольство, которое можно будет использовать. То, о чем я как раз и говорил. Вот. А бомбить его, это значит все, да, наоборот, дать мулам пас, потому что ты не раздолбашишь такое государство. Понимаете, разнести что можно? Небольшую страну. По площади, по населению и так далее. А Иран это там сколько? Там 100 миллионов человек. Там хрен знает какая площадь. Там горы. Там вообще ничего, там нечего ловить. Вот. Йемен не могут раздолбать, который там, блин, на порядок меньше. О чем бы? Да, так вот, вот этими вот связями Нетаньяху и Волца как раз
Трамп остался крайне недоволен, потому что он хотел бы видеть там дипломатическое или там санкционное решение проблемы. Это правильно. Тут никто ничего не спорит. Действительно так и есть. Вот. Ну и переходя к самому Натаньяху, вот сейчас там, он там начал уже хреновертить в Сирии. Ну, заниматься фигней, короче говоря. В чем там проблема? Смотрите, там живут друзы. И друзы живут в регионе, который прилегает одновременно к Израилю и к Ливану. То есть вот со стороны голландских высот, ну и там же со стороны, получается, чуть севернее находится Ливан. Вот. Друзы живут в основном в 3 странах. Это Ливан, Израиль и Сирия. В Израиле они несут точно такую же повинность, как несут евреи. То есть их призывают на службу точно так же, как евреев. И они работают в полиции, где угодно. То есть на любых должностях. Вот арабы, которые, кстати, в армию не ходят, они там не работают. Но арабы частично ходят в армию тоже, но без призыва. Это значит, ходят христиане, редко. И гораздо чаще ходят бедуины, а не мусульмане. Но эти погранцы в основном. Да. Так вот, начались определенно, я так подозреваю, что частично, наверное, все-таки спровоцированные израильтянами противоречия, скажем так, это мягко скажем, между друзами и арабами в Сирии. Начались перестрелки, началась чуть ли не война. И, скажем так, в Дамаске идет чуть не война, опять-таки, там рядом с Дамаском пригороды, которые населены друзами, война. Это очень хреново. Вот. И кому это нужно? Ну вот израильтяне там послали этим друзам вертолет помочь. Даже речь идет о том, что израильтяне хотят сейчас мобилизовать определенную дивизию из друзов же, которые раньше служили в ЦАЛе, вот, чтобы помочь своим единоверцам, да, у друзов своя религия, своим единоверцам в Сирии. Но, смотрите, получается при этом какая фигня. Израиль вторгается в внутренние дела Сирии. Сирия это независимое отдельное государство. И вот Джулани, или как его сейчас там называют, Аль-Шара, этот новый президент Сирии, он же предлагал Израилю дружбу. Да, он предлагал нормализовать отношения. Это был бы прорыв на самом деле, потому что вот эта граница с Сирией, это самая, я не скажу, что она самая проблемная. Самая проблемная граница, конечно же, с Ливаном. Но это граница, где с другой стороны, по идее, находится враг. Хотя враг ли был Асад тому же самому Натаньяху, это очень большой вопрос. Очень большой вопрос, и я на него ответить не могу, ни утвердительно, ни отрицательно, потому что был такой год, 2012, когда в Израиле начались антиправительственные демонстрации. Очень интересный момент, да, когда из-за дороговизны, а в Израиле стоимость жизни, она выше, чем в лондонском районе Сохо. Ну, вследствие закрытого рынка, монополизированной экономики, там очень относительно низких зарплат. Да, сейчас мне скажут, они высокие. Относительно тех цен, что там есть, зарплаты копеечные у большинства, кроме тех, кто работает там в 5-6 компаниях-монополистах. Вот. А в остальных зарплаты хреновые, мягко сказать. Вот, эти израильтяне поехали там в Лондон, был такой момент, это 12-й год. Поехали в Лондон, и, вау, заходит Сохо, лондонский район дорогой, заходит там в супер, ты твой налево, израильский йогурт, дешевле, чем в Иерусалиме, твою же дивизию. Ну и люди возмутились, начали действительно проверять цены, самые дорогие цены, чуть ли не самые дорогие в мире, елки-палки. Люди, значит, на улице, там, демонстрации такие, все. Что происходит на следующий день, к чему я это рассказываю? Что происходит на следующий день? На следующий день Сирия срочно нападает на Израиль. Как по заказу, чпок. А что в Израиле происходит, когда внешний враг появляется? Правильно, все забывают о противоречиях, забывают о демонстрациях, забывают о экономических проблемах. Всі згуртовуються навколо партії, да, і уряду, і всі йдуть воювати з арабами, да, на сирийско-израильский кордон. Все, капздец. Революция закончилась в тот же день. То есть, в принципе, друг Асад выручил друга Нетаньяху. Поэтому говорить о том, они были друзья или враги, тут очень сложно. Там очень многие сомнительные моменты, да. Так вот, по крайней мере формально при Асаде Сирия и Израиль были врагами.
Вот. Ну а вот этот новый Джулани, он же тоже им предлагал, давайте заключать мир, будет у нас нормальные отношения, и т.д. и т.п. И нужно было хвататься за эту соломинку. Нафига она надо Натаньяху? Натаньяху нужна война. Он, значит, начинает подбуривать, я так понимаю, потихонечку из-под друзов, чтобы те начали бузить в Сирии. Вот. И там начиная, естественно, силы опять-таки не равны. Сколько друзов, а сколько там арабов, этих суннитов. Суннитов явное большинство. Вот. Ну и они, короче, сейчас друзы получают по голове в результате, потому что их просто банально меньше. Плюс у них оружия меньше. Плюс Джиланиш поддержан турками. Те дают оружие немедленно. Вот. И, собственно говоря, Израиль начал опять лупить по суннитам в Сирии. И вот такая вот катавасия, короче говоря, началась. Как результат, о мире между Израилем и Сирией, опять-таки, ну, по крайней мере, на какое-то время можно забыть. Может, это и нужно Натаньяху, понимаете? Потому что есть чудики, которые ловят рыбку в мутной воде. Пока есть война, есть Натаньяху. Когда нет войны, кто его знает, какое будет следующее правительство, а на Натаньяху уголовных дел больше, чем на Трампе. Или столько же. Ну, там в основном коррупция и так далее. И надо сказать, что в Израиле сажают таких. Вот товарищ Ольмерт же сидел. Вот, именно за коррупцию. Там многие сидели. Ария Дери сидел, это министр внутренних дел, этот Ольмерт, это премьер-министр, потом этот, как его фамилия была, президент Израиля, что же присел, что-то у меня выскочило из головы его фамилия, того, который сидел, сейчас подскажут. Вот, ну, и Натаньяху могут посадить, а Натаньяху для того, чтобы вот его не посадили, чем дольше будет военный конфликт хоть с кем-нибудь, хоть с Хамасом, хоть с Сирией, хоть с этим Ливаном, с Хизбаллой, тем лучше ему, да. Тем лучше, тем дольше он, как говорится, будет премьер-министром, а соответственно Сарочка будет королевой Израиля. Ну вот, собственно говоря, и все. И вот профукан, по крайней мере, в настоящий момент такой замечательный повод заключить мир с историческим врагом Сирии. А может и не врагом, черт его знает.